Когда Марк прогуливался, он заметил темную кобру. Пытаясь вернуться, он почувствовал сильный страх, когда змея подняла голову и пристально посмотрела на него. На мгновение он застыл, и в его голове пронесся шквал вопросов. Марк знал, что в этом районе не водятся дикие змеи. Это, должно быть, заблудилось. Кобра начала приближаться к нему, и Марк был ошеломлен. Он заметил, что змея выглядела невероятно хрупкой. Возможно, ей нужна была помощь. Шокированный неожиданным приближением кобры, он попытался отступить. Марк не был уверен, чего именно хотела кобра, но он не хотел рисковать и быть раненым. Хотя он и чувствовал, что животному может понадобиться помощь, его инстинкты самосохранения подсказывали ему сначала спрятаться. Скрывшись от кобры, он заметил явную слабость змеи и необычную припухлость. Это не могло быть хорошим знаком. Марк вышел из своего укрытия только для того, чтобы обнаружить, что кобра агрессивно приближается к нему. Парализованному страхом, ему потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Он сразу понял, что попал в затруднительное положение, когда споткнулся о ветку. Удивительно, но змея не напала на него. Вместо этого она обвилась вокруг его лодыжки, уставившись на него крошечными глазками. Ошеломленный этим зрелищем, Марк застыл на месте, наблюдая, как змея втягивает и вынимает язык изо рта. Затем змея подняла голову и издала тихое шипение. Это поразило Марка, но он быстро понял, что змея пытается что-то сказать, хотя и понятия не имел о послании кобры. Он заколебался, зная о печально известной ядовитости кобры. Затем Марк заметил, что змея теряет энергию. Она была на грани истощения. Вспомнив свои первоначальные наблюдения, что-то щелкнуло в его голове. Загадочная выпуклость на животе змеи могла быть причиной ее слабости. Он знал, что это не сулит ничего хорошего. Осознавая серьезность ситуации, Марк не мог оставить кобру на произвол судьбы. Он решил обратиться к ветеринару, надеясь, что у него будут необходимые знания, чтобы дать рекомендации. Ветеринар, поначалу сбитый с толку и подозревавший розыгрыш, в конце концов сумел попросить Марка потрогать шишку, что показалось ему неправильным. Марк неуверенно попытался погладить змею, но чуть не упал, когда она начала очень громко шипеть. Змея стала очень враждебно относиться к Марку, которому пришлось сохранять спокойствие, несмотря на то, что он причинил змее боль, прикоснувшись к большой шишке на ее теле. Ветеринар посоветовал Марку сохранять спокойствие, но змея казалась разъяренной. Если Марк делал какие-либо резкие движения, вероятность того, что его укусят, была очень высока. Затем ветеринар попросил Марка описать змею. Когда Марк сказал, что это была черная змея, воцарилось зловещее молчание. Ветеринар был поражен описанием Марка, поскольку знал, что укус этой змеи может быть смертельным. Он выразил беспокойство как за Марка, так и за змею. Марку было поручено сохранять спокойствие, но змее также требовался немедленный уход, и ее нужно было поймать. Состояние змеи ухудшилось. Она продолжала шипеть, как будто ей было больно. Ветеринар знал, что ситуация требует его присутствия в лесу, поскольку у Марка не было возможности поймать змею и безопасно ухаживать за ней. Он посоветовал Марку предложить змее немного воды, чтобы успокоить ее. Когда Марк принес свою воду, змея отслеживала каждое его движение. Вскоре Марк заметил, что змея становится все более ослабленной. Когда он наполнил стакан водой, змея с готовностью бросилась к нему и начала пить. Казалось, это принесло существу некоторое облегчение,
что в свою очередь ослабило страхи Марка. Змея также начала ослаблять свою хватку на Марке. Тем не менее, положение змеи оставалось критическим. Марк постоянно настаивал на том, чтобы ветеринар занялся этим, поскольку они не могли позволить себе никаких задержек. Но была одна существенная проблема, которую трудно было не заметить. Марк находился в глубине леса, а ветеринар находился на значительном расстоянии. Его попытки добраться до Марка с необходимыми припасами осложнялись. Кроме того, требовалось специальное транспортное средство для передвижения по лесу. Оставалось только ждать. Ветеринар заверил Марка в своем приезде. Марк предположил, что у его союзника есть грузовик, подходящий для пересеченной местности. Это показалось ему идеальным решением. Ветеринар немедленно отправился по указанному адресу, чтобы убедиться в его присутствии для оказания помощи. Затем что-то застало змею врасплох. Она начала уползать самостоятельно. Марк был ошеломлен. Казалось, что змею что-то притягивало. Он не мог просто сидеть и ждать, пока змея погибнет. Поэтому он решил последовать за змеей к месту ее назначения. Рептилия не отличалась невероятной быстротой, а большая шишка еще больше снижала скорость змеи. Благодаря этому Марк мог без труда следить за змеей. Он не был уверен, куда направляется змея, но его удивление было ощутимым, когда он узнал об этом. Оказалось, что змея свила гнездо на старом дереве. Марк был совершенно ошеломлен, не имея ни малейшего представления о том, чему он стал свидетелем. Однако, когда он попытался подобраться поближе, змея стала очень агрессивной. Марку пришлось действовать осторожно. Тем временем ветеринарный врач позвонил в правоохранительные органы из-за того, что змея опасно болталась на свободе. Необходимо было убедиться, что прилегающая территория безопасна и что змея не сможет никуда уйти к моменту прибытия ветеринара. Весь рассказ поразил полицию, но они немедленно приступили к действиям. Они отнеслись к этому со всей серьезностью, понимая, что если черная кобра выберется из леса в город, могут пострадать люди. Они не могли допустить такого развития событий. Полиция предприняла необходимые шаги, чтобы связаться со службами по контролю за животными. Обе силы объединятся, чтобы обеспечить возвращение змеи в ее естественную среду обитания. Они все еще не знали, как змея оказалась в лесу, но, должно быть, она откуда-то появилась. Марк попытался подойти к гнезду с разных сторон, но змея продолжала занимать оборонительную позицию. Казалось, в гнезде было что-то, что стоило защищать. Марк был полностью убежден в этом. В конце концов, после его последней попытки змея сдалась, казалось, настолько ослабев, что показалась Марку почти безжизненной. При ближайшем рассмотрении он заметил змею, лежащую на чем-то в гнезде. Он знал, что ему придется дождаться профессиональной помощи, чтобы выяснить, что это могло быть. Узнав, что ветеринар приедет через час, Марк забеспокоился, что змея может не выжить. Ветеринар сделал все возможное, чтобы прибыть вовремя. К счастью, Марк услышал, как вдалеке кто-то приближается. Узнав звук сирен, Марк почувствовал облегчение. Полиция и служба контроля за животными уже направлялись на место происшествия. Хотя они мало что могли сделать для змеи сразу, они могли обеспечить ее безопасность до прибытия ветеринара, которое могло произойти в любой момент. Офицер Дэвид встретился с Марком и поблагодарил его за предоставленную информацию. Он также сообщил Марку о необходимости изолировать территорию из-за потенциальной опасности, которую представляло животное. Это застало Марка врасплох, и ему сообщили, что он не может остаться. Несмотря на его попытки сопротивляться, усилия оказались неэффективными,
Дэвид сообщил Марку, что если он не покинет территорию, они будут вынуждены взять его под стражу. Дэвид заверил Марка, что они будут держать его в курсе событий о змее и ее статусе. Марк неохотно попятился. Со стороны змеиного гнезда Марк внезапно услышал крики. Команда по контролю за животными пыталась схватить змею, но столкнулась с сопротивлением с ее стороны. Несколько полицейских бросились на помощь. Марк понимал, что только профессиональный ветеринар должен обращаться к этому конкретному животному. Затем произошел несчастный случай. Змея укусила одного из полицейских, когда он подошел слишком близко. Последовавший за этим крик был наполнен агонией, болью, которую он никогда раньше не испытывал. Его немедленно отвезли обратно в полицейскую машину, чтобы быстро доставить в больницу. Инстинкт офицера Дэвида заключался в том, чтобы нанести ответный удар. Он двинулся к змее, но его остановили коллеги-офицеры. Дэвид хотел усыпить змею, но в информации от службы контроля за животными говорилось, что это запрещено, поскольку змея находится под охраной. Но Дэвид не отступил. Когда Дэвид готовился выстрелить в кобру, громкий голос приказал ему бросить оружие. Марк, услышав шум, пренебрег карантинными линиями. Дэвид быстро предупредил его, чтобы он отступил, иначе ему грозит арест, но ветеринар прибыл вовремя. Пытаясь быстро добраться до змеи, ветеринар попросил Дэвида отойти, а Марка остаться поблизости. Осторожными шагами ветеринар попытался приблизиться к змее, но змея не желала мириться ни с каким вторжением. Змея, раздраженная царящим вокруг хаосом, продолжала охранять свое гнездо. Ветеринар пришел к выводу, что единственным выходом было принять успокоительное. Он ввел змее транквилизатор, но ужас охватил ее, когда змея не проявила никаких признаков успокоительного. Этот транквилизатор был единственным, который у него был. Что теперь? Другой сотрудник службы по контролю за животными побежал к ветеринару. Они нашли несколько сильнодействующих транквилизаторов, достаточно сильных, чтобы усыпить слона. Ветеринар, испытывая огромное облегчение, теперь мог спокойно усыпить змею. После примерно 10-минутного ожидания змее, наконец, дали успокоительное. Ветеринар смог приблизиться к змее. Тщательный осмотр показал, что змея была настолько тяжелой, что ветеринар не смог поднять ее в одиночку. Он все еще не был уверен в том, что именно охраняла змея. Однако наибольшую обеспокоенность вызывала массивная опухоль на теле змеи. Выпуклость указывала на то, что внутри змеи что-то застряло. Ветеринару было ясно, что черная кобра нуждается в хирургическом вмешательстве. Возникла одна проблема. У него не было необходимого оборудования для проведения операции на месте. Змею пришлось отвезти в город. С помощью всех присутствующих помощников, включая Марка, им удалось вытащить змею из гнезда и поместить ее в один из самых больших доступных транспортных средств. Им пришлось быстро переместить змею, прежде чем она пришла в сознание, потому что у них закончились успокаивающие средства. Марк заметил кое-что еще. Под змеей лежало несколько яиц, которые она охраняла. Он решил прихватить и эти яйца, так как это могло бы немного успокоить змею, если бы она пришла в сознание. Яйца необходимо было держать в тепле. Ветеринарный врач направил водителя к месту назначения. Одновременно сотрудники полиции помогали переносить змею и сопровождали транспортное средство. Они вызвали дополнительные войска, чтобы расчистить дорогу впереди для беспрепятственного проезда через город. Зрители были совершенно сбиты с толку, наблюдая за происходящим. Они добрались до места за 60 минут,
Но как раз в тот момент, когда они хотели переместить змею внутрь, она вздрогнула и проснулась. Все поспешно покинули машину. И в это бросилась внутрь, чтобы достать еще успокоительных средств. К счастью, у нее их было достаточно, и они смогли переместить змею внутрь. Ивет немедленно приступила к операции над огромной змеей, но прежде чем она смогла добраться до существенной шишки, она заметила кое-что еще. Не в силах понять, что это было, ей пришлось углубиться в плоть, но от нее исходила тревожная аура. В конце концов, с небольшой помощью своего помощника, она что-то извлекла. Ларк наблюдал за происходящим из окна и не мог понять, что это могло быть. Внезапно один из полицейских, находившихся поблизости, резко втянул воздух. Он понял, что это было. Глубоко под змеиной шкурой было спрятано устройство слежения. Было жизненно важно немедленно обезвредить это устройство. Это потенциально могло привести их к решению, которое они искали. Это, несомненно, должно было раскрыть, кто несет ответственность за освобождение змеи. Чип был передан специальному следователю полиции, который быстро расшифровал его. Расследование привело их на заброшенный склад в прибрежных доках, где они задержали змею. Торговец людьми, который без колебаний признался в преступном деянии, от которого змее удалось скрыться во время недавней распродажи товаров, Ивет также обнаружила причину значительного наезда. Это было яйцо, которое безуспешно пыталось выбраться из тела змеи. Но, как ни удивительно, им удалось извлечь чип, поймать торговца людьми, и змея была спасена. Было облегчением узнать, что змея быстро поправилась, а яйца были в безопасности. Змею перевезли в местный зоологический парк, где за ней обеспечили надлежащий уход, а яйца – безопасные условия для вылупления. Ларк часто заходил в зоопарк, чтобы проверить, как там дела у змей. Он испытывал чувство удовлетворения от своих усилий по спасению змей.